жесткий тиран или просветитель? Ее брак был самым знаменитым в Испании. Когда мы вспоминаем правителей Средневековья, мы чаще думаем о мужчинах. Это полководцы, императоры, короли. Но сегодня я хочу рассказать о правительнице Испании, о женщине, которая изменила историю Испании. И это Изабелла католическая, Изабелла Кастильская, или, как ее еще называли, католичка. Она была союзницей Фердинанда Арагонского. Она была инициатором путешествия Колумба из Испании и создательницей многих реформ. Но также ее имя связано с религиозными репрессиями. Кто она? Жесткий тиран или просветитель? Давайте сегодня разберемся. Изабелла католическая, женщина, которая изменила Испанию. С вами Галя Карен. Подписывайтесь на мой канал, приходите на мои экскурсии. Изабелла Кастильская родилась 22 апреля 1451 года в местечке Мадригаль де лас Альтас Торрес. Ее детство не было королевским в нашем понимании. Она воспитывалась в скромности и в религиозности. Позже на троне оказался ее старший брат Энрике IV. Его прозвали Бессильным, потому что он правил слабо. Позже он забрал Изабеллу к себе, чтобы держать ее рядом, и на нее посматривали как на основную претендентку на испанский трон. Когда Энрике умер, на престол зашел другой брат Альфонсо, но он тоже быстро умер, и так Изабелла стала королевой. Она проявила неожиданную для себя и вообще для женщины твердость, не согласившись на брак с португальским королем или с герцогом бургундским. И она выбрала себе испанца, сама выбрала мужа Фердинанда Арагонского. И в 1469 году они поженились. Изабелла не участвовала в интригах, и тогда уже проявилось ее основное качество – терпение, умение выжидать и мыслить стратегически. Объединились два главных королевства, началась борьба за испанский престол. Но, заручившись поддержкой союзников и поддержкой своего мужа, она победила. Так, простая девочка, выросшая в скромности, стала самой значимой и влиятельной фигурой того времени. После смерти брата Изабелла становится королевой Кастилии. И вместе с Фердинандом они начинают реформы. Они ограничивают власть знати, усиливают королевскую администрацию. Также они создают новые институты управления. И практически Изабелла положила основы централизованной монаршей власти в Испании. Ее энергия, ее характер и ее религиозность делают ее особенной фигурой. С одной стороны очень строгой, с другой стороны дальновидной. Во время правления Изабеллы Кастильской произошло очень много важных для истории Испании событий. В 1492 году заканчивается Реконкиста, происходит падение Гранады. Реконкиста – это многовековая борьба христианских королевств с мусульманами на Пиренейском полуострове. Но этот год знаменит не только этим. Именно в 1492 году Христофор Колумб отправляется в свое путешествие под знаменами Испании. Именно Изабелла Кастильская помогла ему организовать экспедицию, когда ему отказала Португалия и Италия. И он открыл новый свет для Испании. То есть это решение Изабеллы Кастильской изменило историю мира. Изабелла Кастильская обладала практически ангельской внешностью. Светлая кожа, рыжие волосы, голубые глаза. Но у ее правления, между тем, была и другая сторона. Историки называют ее темной стороной. Именно она поддержала учреждение Испанской инквизиции. При ее правлении были изгнаны тысячи мусульман и евреев. Многие люди подвергались пыткам и гонениям, и допросам, потому что целью Испанской инквизиции было выявление неистинных христиан, людей, принявших христианскую веру, якобы продолжавших молиться своим богам. Сейчас историки спорят, была ли это необходимость или личная инициатива Изабеллы. Но для нее это было делом чести, потому что она считала, что религия поможет объединению страны. Но для многих людей это обернулось трагедией.
Изабелла Кастильская прожила всего 53 года, но она оставила богатое наследие. Она объединила страну, стала политическим реформатором, поддержала важные географические открытия, но вместе с тем вела жестокие религиозные реформы, последствия которых ощущались еще много веков. Ее пример правления с мужем Фердинандом – пример двойного правления, когда муж и жена практически поровну делят власть. Это большая редкость для Европы. И наряду с Колумбом, мужем Фердинандом, она стала символом эпохи географических открытий, символом Испании и становления Испании как мировой державы. С вами Галя Карен. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, комментарии и приходите на мои живые экскурсии. Пока-пока, до новых встреч!